Приветствую всех, дорогие друзья! Если вы следите за деятельностью на моем канале, за моими видео, то вы могли видеть мое интервью с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Мы тогда с ним разговаривали о структуре КГБ, на что распалась КГБ после распада Советского Союза, и также мы разговаривали о том, кто такие агенты влияния. Так вот, сегодня я вам хочу показать российского агента влияния на территории Украины, а именно Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению в государственной измене против Украины. Я вам сегодня хочу показать очередные доказательства того, что Виктор Медведчук является агентом Российской Федерации. А тем временем, пока мы с вами начнем это детально все разбирать, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, а также подпишитесь на меня в других социальных сетях. Ссылки на свои социальные сети я оставил внизу в описании под этим видео. Хочу обратить ваше внимание, что под агентом влияния в первую очередь я понимаю человека, у которого есть информационный ресурс и который отрабатывает информационную повестку в интересах другого государства. В частности, когда мы говорим о Викторе Медведчуке, то мы можем легко проанализировать его тезисы. А его тезисы очень легко совпадают с российской военной пропагандой. Например, российская пропаганда утверждает о том, что Украине необходима федерализация. Об этом говорил там сам Путин и многие другие российские политики. Я не понимаю такого нежелания некоторых политических сил на Украине даже слушать о возможности федерализации. Даже сам Виктор Медведчук и его политическая сила, его партия ОПЗЖ утверждают, что для Украины наиболее приемлемо федеративное устройство, именно федерализация. Я выступал всегда и выступаю за то, что Украина должна приобрести в установленном Конституцией порядке федеративное устройство. Но на самом-то деле за этой фразой о якобы необходимости Украине быть федеративным государством кроется более глубокий смысл. А именно, эта фраза является идеологической подрывной деятельностью. Почему, вы скажете? Да потому что, когда российские пропагандисты, российские чиновники говорят о том, что Украине необходим федеративный статус, федеративное устройство, то они это говорят лишь для одного, чтобы как можно больше отжать от Украины украинских территорий и их присоединить потом к Российской Федерации. Фактически это такая технология захвата другого государства, в частности Украины Россией. И в рамках этой федерализации мы имели претензии на то, чтобы все, что можно от Украины, все, что носит признаки пророссийского, оттяпать и максимально мобилизовать, и максимально, так сказать, прирастить к России. Прирастить симпатиями, интеграцией максимальной. Все, что можно. Отвоевывать там, регион за регионом. Поэтому вопрос федерализации с повестки дня не снят. А почему же не снят с повестки дня этот вопрос о федерализации? И что же вы будете делать? Я думаю, что рано или поздно он зазвенит с новой силой. Ну, только если в том случае, если вот эти вот оппозиционные силы, которые сейчас стремятся к власти. Ага, то есть если оппозиционные силы, которые стремятся прийти к власти. А какие у нас оппозиционные силы стремятся к власти в Украине? ОПЗЖ наберут достаточно силы, то они будут снова продвигать идею федерализации. Об этом говорит Ходорковский. Которые хотят подвинуть Порошенко с его командой, они наберут достаточно. Да, он здесь говорит о команде Порошенко, потому что это видео датировано за 2017-2018 год. Но, тем не менее, технологию захвата государства Российская Федерация в отношении Украины не поменяла. Ходорковский сам же об этом говорит, что рано или поздно снова заговорят о федерализации. И, как ни странно, Медведчук заговорил. И Украина сегодня искусственно скроена из частей территории, которые когда-то принадлежали от 8 до 12 государственных образований. Скажите, пожалуйста, а другие страны разве не так созданы, как Украина? Давайте вспомним ту же Францию. Государство Галлия, вы знаете? А государство Нормандия? Нет, вы не знаете такие сейчас государства. А это районы унитарной Франции. Где вырабатывалась и своя ментальность, и вера, и язык, и все остальное. Да даже если мы возьмем Российскую Федерацию, то Российская Федерация более разнообразна, чем Украина. Например, в Российской Федерации множество часовых поясов. Там разные религии. Да, там официальная религия это православие, христианство. Но, например, в Российской Федерации есть и шаманизм. Например, если мы поедем ближе к якутам, то мы там сможем познакомиться с шаманизмом, с шаманами. А теперь давайте послушаем российского чиновника Владимира Жириновского, который выступал 9 ноября 2021 года в Государственной Думе Российской Федерации. Что он думает в отношении федерализации Российской Федерации? Вообще, что он думает в отношении федерализации как таковой, как явления? Федерация неприемлема.
неприемлемо для России. И федерации в чистом виде нигде нет в мире. Назовите мне такое государство. Оно везде. Франция – единая Франция. Италия – единая Италия. Греция, Турция. Нет федерации нигде. Там, где федерация, в будущем будет война и революция. Ага. В отношении Украины то российские пропагандисты, российские чиновники говорят, что Украине необходима федерализация. И опираясь на высказывания Жириновского, то это нужно для того, чтобы там была война, революция. А опираясь на слова Ходорковского, мы можем утверждать, после войны и революции необходимо эти территории будет потом России захватить. То действительно ли украинцам такое надо, федерализация? Нет, украинцам такое не надо. И даже федерализация не нужна и россиянам, об этом говорит сам Жириновский. Ибо мы чужое слово берем. Государство – это объединение территорий, единство территорий. А федерация что такое? То же самое объединение. Нет, вот федерации давайте дадим больше прав. Каких прав? Вот так вот, анализируя материал с интернета, мы можем самостоятельно сделать вывод относительно того, кто является агентом влияния Российской Федерации в Украине. Конечно же, это достаточно очевидно, что Виктор Медведчук является кумом Путина. И, конечно же, совпадение тезисов Медведчука и российской пропаганды, оно идентично. Соответственно, мы можем спокойно сделать вывод о том, что Виктор Медведчук является агентом влияния Российской Федерации на территории Украины. Как минимум в информационной сфере. Я считаю, что это видео нужно растиражировать по сети и нужно показать как можно большему количеству украинцев. И в первую очередь тех украинцев, которые считают, что Украине необходима федерализация. Та федерализация, которую навязывает Российская Федерация Украине. Потому что на самом-то деле за этой попыткой федерализации стоит просто технология захвата государства, захвата Украины. Я считаю, что украинцы более умные люди, они не поведутся на эту мутку, на мутку российской пропаганды и самостоятельно смогут принять мудрое решение. Если вы поддержите то, что я делаю, вы можете помочь мне в борьбе с российской дезинформацией, с российской пропагандой, тем, что вы обязательно подпишитесь на мой канал, поставите лайк этому видео и напишите комментарий. А также, если вы хотите больше помочь в продвижении этого контента, то поделитесь этим видео в ваших социальных сетях. Благодарю вас, что смотрите.